Привет, друзья! В политических кулуарах Берлина сейчас обсуждается финансовый сценарий, который в ближайшее время может отразиться на каждом вашем чеке в супермаркете. Речь идет о возможном изменении налога на добавленную стоимость до уровня около 21%. Эту идею в своей программной речи озвучил министр финансов Ларс Клинбольд. И что особенно примечательно, канцлер Фридрих Мерц, чья партия традиционно выступает за сдержание налоговой нагрузки, на этот раз не дистанцировался от обсуждения, а отметил необходимость открытого разговора о бюджетных реалиях. Только вдумайтесь в масштаб. В Германии стандартная ставка НДС в 19% сохраняется с 2007 года. Потенциальное повышение до 21% рассматривается как шаг, который может увеличить бюджетные поступления на десятки миллиардов евро, чтобы компенсировать растущие расходы государства. Я хочу подчеркнуть, что НДС считается одним из наиболее чувствительных налогов для конечного потребителя. Он сильнее всего влияет на домохозяйства с низкими и средними доходами, потому что именно они тратят большую часть дохода на повседневные расходы. В результате нагрузка на покупательную способность может увеличиться, особенно на фоне уже существующей инфляции. Давайте сравним это с ожиданиями 2025 года. Тогда, помните, политики разных партий заявляли о необходимости налогового облегчения для населения. Сегодня же ситуация выглядит более сложной, государству приходится искать тот баланс между сокращением расходов и ростом доходной части бюджета. Власти оказываются перед выбором либо ограничивать социальные программы, либо усиливать доходы через налогообложение потребления. Клинбольд, в свою очередь, говорит о возможной реформе подоходного налога для 95% работающих. Однако важно учитывать потенциальный рост цен на товары и услуги может частично нивелировать тот эффект от снижения налогов в зарплате. Интересно, что вокруг этого налога сейчас развернулась настоящая битва мнений. Например, глава Кильского института мировой экономики Мориц Шулярик выдвигает довольно парадоксальную теорию. Он называет повышение НДС скрытым налогом на накопление. Логика здесь заключается в том, что значительная часть нагрузки может прийтись именно на пожилых людей, поскольку именно у старшего поколения в Германии сосредоточены наиболее крупные сбережения и капиталы. При росте цен пенсионеры фактически будут тратить больше своих накоплений на повседневные расходы, что постепенно влияет на структуру частного богатства. Это важный шаг в экономической дискуссии. Такой механизм иногда даже рассматривается как косвенное перераспределение через потребление. Параллельно с этим власти готовят масштабную реформу подоходного налога, и Ларс Клинбольд обещает облегчить налоговую нагрузку для 95% работающих. План предполагает снижение ставок для среднего класса, в то время как доходы свыше 100 тысяч евро в год будут облагаться по более высокой ставке. Однако здесь возникает вопрос о бюджетном балансе. По оценкам, эта реформа стоит казне около 16 миллиардов евро. Если ее компенсируют за счет повышения налога на добавленную стоимость НДС, может возникнуть такая ситуация, при которой рост дохода на зарплатном уровне частично нейтрализуется увеличением расходов в повседневной жизни. Для 20% населения с самым низким доходом, которые и так находятся в сложной финансовой ситуации, эффект от реформы может оказаться ограниченным. В результате нагрузка распределяется неравномерно и затрагивает разные группы населения по-разному. То есть, по сути, речь идет о попытке изменить структуру налоговой системы, но с разным эффектом для различных слоев общества. И еще один важный сигнал для рынка труда. Клинбольд предлагает расширить возможности для заключения срочных контрактов на более длительные сроки. Это означает пересмотр ряда существующих правил трудового регулирования, которое в Германии традиционно считалось достаточно жестким и защищающим именно работников. Особое внимание заслуживает тема раздельного налогообложения супругов. Только вдумайтесь, ежегодно эта система обходится немецкой казне примерно в 25 миллиардов евро. Я считаю, что полная отмена этой льготы маловероятна из-за сильного политического сопротивления, однако обсуждение ее реформ уже давно находится в повестке. Основная здесь проблема заключается в том, что действующая модель может снижать экономическую мотивацию второго партнера в семье выходить на полный рабочий день, так как дополнительный доход
частично попадают под более высокую налоговую ставку. Реформа в этом направлении могла бы создать дополнительные стимулы для карьерного роста, что и в перспективе способно укрепить личное пенсионное накопление и, соответственно, снизить риск бедности в старости. Однако другие инициативы правительства вызывают у меня серьезные вопросы. Например, план Ларса Клинболя еще сильнее увязать возраст выхода на пенсию с фактически трудовым стажем. Это мера, которая может создать дополнительные социальные дисбалансы. Я хочу подчеркнуть, подобный подход потенциально затрагивает в первую очередь именно женщин. Из-за периодов тех ухода за детьми или вынужденных перерывов в карьере у них нередко формируется более короткий официальный стаж. В результате при такой модели часть людей может оказаться перед выбором между более поздним выходом на пенсию или снижением уровня выплат. Это предложение остается предметом активных споров сегодня, особенно на фоне того, что государственная политика могла бы больше учитывать именно индивидуальные жизненные обстоятельства, а не только формальные показатели стажа. Более того, такие реформы могут увеличивать нагрузку на молодые поколения, которым придется дольше оставаться на рынке труда, чтобы поддерживать устойчивость системы. Я вижу здесь и альтернативный подход. Вместо того, чтобы усиливать налоговое давление на трудовые доходы, обсуждается также возможность более активного налогообложения именно капитала. Мой анализ ситуации показывает, что предметом дискуссии становятся налоги на дорогостоящее имущество, пересмотр сборов из прибыли от продажи элитной недвижимости и корректировка льгот по налогу на наследство для наиболее обеспеченных категорий. Логика здесь простая. Сейчас налоговая нагрузка на трудовые доходы остается довольно-таки высокой, в то время как доходы от владения активами зачастую облагаются мягче. Перераспределение этого налогового баланса между трудом и капиталом рассматривается как один из возможных путей к более сбалансированной системе. Правила повышения пенсионного возраста в Германии в 2026 году также регулируются 6-й книгой Социального кодекса, в частности параграфами 35 и 235. Важно здесь понимать, процесс изменения параметров пенсионной системы идет уже с 2012 года. Для каждого последующего года рождения возраст выхода на пенсию увеличивается на 2 месяца. Государство постепенно, шаг за шагом смещает границы выхода на пенсию, чтобы поддерживать финансовую устойчивость пенсионного фонда. Родившиеся в 1960 году смогут выйти на пенсию в возрасте 66 лет и 4 месяца. Это означает, что если ваш день рождения пришелся на 1 января 60 года, то право на обычную пенсию у вас возникает уже в июне 2026. Следующее поколение, родившееся в 61 году, прибавит к этому сроку еще 2 месяца. Их пенсионный порог составит 66 лет и 6 месяцев. Такая динамика очевидна. Для родившихся в 62 году возраст составит соответственно 66 лет и 8 месяцев, а для 63 года 66 лет и 10 месяцев. И, наконец, для всех, кто родился в 1964 году и позже, пенсионный возраст станет единым, ровно 67 лет. По данным немецкого пенсионного страхования, досрочный выход по-прежнему возможен, но это связано с финансовыми последствиями. Каждый месяц раннего выхода может приводить к уменьшению ежемесячных выплат, которые сохраняются, кстати, на весь период получения пенсии. Ранний выход означает меньший размер выплат, а более поздний – более высокий уровень пенсионного обеспечения. Особая категория в немецком пенсионном праве – это так называемая пенсия в 63, предназначенная для лиц с особо длительным страховым стажем. Чтобы воспользоваться этой льготой, вам необходимо подтвердить минимум 45 лет официальных взносов в пенсионный фонд. Однако название в 63 уже во многом стало формальностью. Возраст для этой категории также постепенно повышается. Если поколение 61 года, как я сказал, рождения сможет выйти на отдых в 64 года и 8 месяцев, то для всех, кто родился в 64 году и позже, этот порог закрепится на отметке уже 65 лет. Тем не менее, юридическая возможность выхода именно в 63 года сохраняется, но это связано с заметным снижением выплат. Если вы родились в 63 году и решили оставить работу, по достижению 63 лет
Стоит учитывать, ваша пенсия будет уменьшена примерно на 13,8% на весь период получения. За каждый месяц досрочного ухода, напомню, применяется снижение в размере 0,3% от базовой ставки. Постепенный переход к пенсионному порогу в 67 лет косвенно влияет и на тех, кто получает пенсию по инвалидности. Здесь ключевую роль играет учетный период. Это виртуальный стаж, который государство дописывает застрахованному лицу, как если бы он продолжал работать и платил взносы до наступления стандартного пенсионного возраста. Поскольку этот возраст к 2031 году достигнет 67 лет, виртуальный период взноса в 2026 году также автоматически будет увеличиваться. Для тех, кто выходит на пенсию по нетрудоспособности в этом году, расчетный период закончится в 66 лет и 3 месяца, что может немного увеличить итоговую сумму ежемесячной выплаты. При этом работающим пенсионерам с инвалидностью важно внимательно следить за лимитами дополнительного дохода, чтобы сохранить право на выплаты. При полной потере трудоспособности предел заработка составляет, напомню, примерно 20 700 евро в год, а при частичной минимум 41 500 евро. Превышение этих сумм может привести к пересчету или приостановке вашей пенсии. Это механизм контроля, направленный на корректное распределение социальной поддержки при сохранении трудовой активности. Для тех, кто не готов к резкому прекращению трудовой деятельности, современное законодательство Германии предлагает гибкие механизмы адаптации. Система флекси-ренте позволяет плавно снижать рабочую нагрузку, совмещая частичную пенсию с продолжением работы. Особенно поучительный момент для тех, кто решит задержаться на рабочем месте дольше установленного срока. За каждый месяц более позднего выхода на пенсию государство начисляет вам бонус в размере 0,5%. В годовом исчислении, напомню, это дает прибавку около 6% к ежемесячным выплатам, что является, конечно же, ощутимым финансовым стимулом для сохранения квалифицированных кадров на рынке. С 1 января 2026 года также поменялись и правила для подработок. Лимит дохода для мини-джоберов увеличивается до 603 евро в месяц. Это изменение напрямую привязано к росту установленного законом минимального размера оплаты труда, который с начала года составляет 13 евро 90 центов в час. Если же вы планируете самостоятельно доплачивать в пенсионный фонд для увеличения ваших будущих выплат, учитывайте обновленные страховые ставки. Минимальный добровольный взнос теперь составляет 112 евро 16 центов, а максимально возможный порог ограничен суммой 1571 евро 70 центов в месяц. Налоговый аспект для новых пенсионеров также становится более строгим. Согласно графику постепенного перехода к полному налогообложению, те, кто выходит на пенсию в этом году, будут обязаны платить налоги с 84% своей государственной пенсии. Соответственно, только 16% от первой полной годовой выплаты останутся в категории необлагаемого остатка. И здесь важно помнить, этот процент фиксируется на момент назначения пенсии, и все последующие ежегодные повышения выплат будут облагаться налогом уже в полном объеме. Когда же период активной трудовой деятельности подходит к концу и наступает время вашего заслуженного отдыха, у многих в Германии наконец появляется ресурс для реализации давних амбиций, будь то капитальный ремонт дома, долгожданное путешествие или переезд в более комфортабельное жилье. Современные пенсионеры стремятся сохранить высокий уровень жизни, однако государственные выплаты не всегда полностью покрывают стоимость таких масштабных проектов. В этот момент возникает закономерный вопрос: насколько реально для человека в возрасте 60+ получить одобрение по ипотечному кредиту, и существует ли тот самый возрастной предел, после которого банковские двери фактически закрываются. Юридическая тонкость здесь заключается в том, что в немецком законодательстве на самом деле нет жестко закрепленного возрастного максимума для выдачи ипотеки. Однако в силу вступает директива Евросоюза по кредитованию, которая обязывает банки учитывать, сможет ли заемщик погасить долг в рамках своей
предполагаемой продолжительности жизни. Момент в банковской практике Германии сводится к распространенному ориентиру около 75 лет. Большинство крупных кредитных институтов исходит из того, что ипотека должна быть полностью закрыта примерно к этому возрасту. Это создает заметный такой финансовый вызов. Если вы обращаетесь за кредитом, скажем, в 65 лет, банк, скорее всего, предложит вам план погашения на сравнительно короткий срок. В такой ситуации ежемесячная нагрузка на бюджет становится значительно выше, так как тело кредита, вы понимаете, приходится выплачивать в ускоренном темпе. Тем не менее, возраст сам по себе не является автоматическим поводом для отказа. Для банков ключевым фактором все-таки становится не дата в паспорте, а стабильность вашего пенсионного дохода и наличие ликвидного капитала. Если сумма вашей пенсии позволяет уверенно покрывать ежемесячные взносы, шансы на одобрение сделки остаются высокими даже в зрелом возрасте. Для тех, кому уже исполнилось 50, возраст сам по себе не является автоматическим таким стоп-сигналом в немецких банках. Юридически оформить кредит в Германии возможно даже после 75 лет, однако здесь, как я сказал, вступают в силу определенные ограничения по сумме и требованиям к заемщику. В таком возрасте финансовые институты, как правило, могут ограничить кредитную линию суммой до 25 тысяч евро, особенно при условии стабильной кредитной истории в ШУФа. Чтобы увеличить все-таки доступный лимит и получить одобрение на более крупные кредиты, заемщику необходимо учитывать ключевые параметры банковской оценки. Первый и самый важный инструмент – это размер собственного капитала. Стандартный рынок ипотеки в Германии ориентирован на покрытие банком не более 80% стоимости объекта. Остальные 20% заемщик обязан внести из личных накоплений. Чем выше ваш личный взнос, скажем 30 или 40%, тем ниже риск для банка и тем выше вероятность одобрения. Это заметно, конечно же, влияет на расчетную нагрузку и делает ваш кредитный портфель более устойчивым. Кроме того, банк может запросить дополнительные гарантии ликвидности. В качестве, скажем так, страхового полиса для кредитора подходят накопительные активы от полисов страхования жизни и корпоративных пенсий до уже имеющейся недвижимости, даже если она на данный момент не выставлена на продажу. Еще один эффективный вариант – это привлечение в созаемщики или поручители более молодых родственников, например, детей или супруга с активным трудовым доходом. Это перераспределяет часть финансовой ответственности и повышает, соответственно, уровень доверия со стороны банка. Не забывайте также проверять государственные субсидии на жилье. Участие в госпрограммах позволяет снизить размер кредита, что делает ежемесячный платеж более комфортным даже в рамках пенсионного бюджета. Однако, если в отношениях с банками ключевым фактором является ваша финансовая самостоятельность, то в отношениях с самим государством на первый план выходит степень вашей интеграции. Консервативный блок ХДС, Христианско-демократический союз, под руководством канцлера Фридриха Мерца намерен пересмотреть либеральную реформу закона о гражданстве, принятую всего 2 года назад. Основной вектор обсуждений – это возможное возвращение к требованию о 8-летнем сроке легализации проживания в стране перед подачей заявления на немецкий паспорт. На партийном съезде в Штутгарте эта инициатива была утверждена как часть новой программы. Логика сторонников изменений заключается в том, что немецкий паспорт должен быть связан с длительным пребыванием в стране и подтвержденной интеграцией. При этом обсуждение правил натурализации – это лишь часть более широкого пакета инициатив, потому что речь также идет о предложениях, направленных на регулирование отдельных социальных аспектов, возможное ограничение использования социальных сетей для детей младше 14 лет, пересмотр практики телефонной консультации для получения больничного листа и инициативы, связанные с запретом курения в автомобилях в присутствии несовершеннолетних. Важно понимать, что на данный момент эти резолюции остаются на уровне политических предложений, однако, поскольку данные силы активно участвуют в формировании повестки федерального правительства и Бундестага, вероятность появления соответствующих законопроектов в ближайшие месяцы оценивается как высокая. Для многих иностранцев, которые рассчитывали на ускоренное получение гражданства, это может стать важным сигналом. Условия и сроки рассмотрения заявлений могут изменяться.
Государственная политика в этой сфере может становиться более строгой, что затрагивает не только вопросы гражданства, но и более широкий круг социальных норм. Главный вопрос, который сегодня активно обсуждается в немецком политическом пространстве – насколько реально воплотить эти инициативы в жизнь и что именно может измениться в законе о натурализации, если все-таки ХДС добьется своего. Центральным пунктом, вокруг которого ведутся наиболее острые споры, остается возможное возвращение к 8-летнему цензу оседлости. По сути, любой иностранец, претендующий на немецкий паспорт через процедуру натурализации, снова должен будет подтвердить минимум 8 лет легального пребывания в стране, прежде чем его заявка будет принята к рассмотрению. Фактически мы сегодня наблюдаем попытку возврата к прежним правилам, которые действовали в Германии на протяжении длительного времени. Напомню, что до либеральной реформы июня 2024 года именно 8-летний срок считался стандартом для тех, кто получает гражданство не по праву крови или брака, а на основании длительного проживания. Тогдашняя реформа воспринималась как значительное изменение, минимальный порог сократили, напомню, до 5 лет, планку владения языком зафиксировали на уровне B1, а гражданам стран, не входящих в Евросоюз, разрешили сохранять 2 паспорта. Однако в руководстве ХДС считают, что 5-летний срок может быть недостаточным. В официальной партийной резолюции отмечается, что спустя 5 лет часть иммигрантов еще не достигает уровня интеграции, который считается необходимым для полноценного участия в общественной жизни. Для вас это означает, что право на двойное гражданство и упрощенный доступ к паспорту могут оказаться под вопросом. Если консерваторы смогут закрепить это требование законодательно, многим людям придется дольше оставаться в статусе иностранцев, несмотря на наличие даже работы и знания языка. На партийной конференции в Штутгарте прозвучал еще один принципиальный призыв – усиление проверок мировоззрения кандидатов перед выдачей немецкого паспорта. В руководстве ХДС настаивают на том, что формально проживание в стране может быть недостаточно, то есть будущий гражданин должен подтверждать, что он разделяет ценности основного закона Германии и основные принципы немецкого общества. Интеграция теперь рассматривается не только как знание языка и правил, а как более такая глубокая приверженность государственным принципам. Согласно новым предложениям, каждый претендент на натурализацию должен будет пройти через так называемый фильтр ценностей. В частности, обсуждается требование признания равенства мужчин и женщин, уважения свободы вероисповедания и защиты прав личности. Особое внимание уделяется также неприятию антисемитизма и расизма, а также признанию исторической ответственности Германии за Холокост. Любые сомнения властей в отношении искренности заявителя по этим вопросам могут стать основанием для отказа. Также стоит здесь отметить, что и по действующим правилам кандидаты уже обязаны подтверждать приверженность демократическому строю, и в юридической практике Германии встречаются, кстати, случаи лишения гражданства именно за поведение, противоречащее этим принципам. Тем не менее, в Христианско-демократическом союзе ХДС считают существующий контроль недостаточно глубоким. Партия настаивает на введении более подробных собеседований и расширенной проверки активности кандидатов, чтобы все-таки снизить риск получения гражданства лицами с радикальными взглядами. Для тех, кто находится в процессе ожидания, это означает, что процедура проверки может стать более длительной и детальной, а публичные высказывания или те же действия в прошлом могут быть дополнительно изучены в рамках стандартных проверок. Несмотря на такие громкие заявления, юридическая реальность сегодня гораздо сложнее партийных лозунгов. Христианско-демократический союз под руководством Фридриха Мерца начал обсуждение пересмотра закона о натурализации практически с того момента, когда либеральная реформа вступила в силу в середине 2024 года. ХДС вынуждена управлять страной в связке с социал-демократами и с СДПГ, а именно социал-демократы, напомню, были ключевыми инициаторами упрощения правил получения паспорта, и они довольно-таки осложняют отношение к изменению уже принятых норм. Перед последними федеральными выборами консерваторы делали тему жесткого гражданства одним из центральных пунктов именно своей программы, включая предложение по ограничению права на 2 паспорта.
Однако коалиционное соглашение привело к необходимости компромиссов с партнерами по правительству. Тем не менее, одно из своих ключевых обещаний Мерц частично все-таки реализовал. В текущем 2026 году была отменена норма об ускоренном получении гражданства всего за 3 года. Ранее этот коридор был доступен для лиц, напомню, с высокими результатами в интеграции, но теперь эта возможность больше не применяется, что стало заметным изменением для части заявителей. Если же консерваторы решат продвигать дальнейшие изменения и представят законопроект о возвращении к 8-летнему сроку проживания, им придется пройти через сложный парламентский процесс. Любое изменение закона о натурализации должно получить поддержку большинства не только в Бундестаге, но и в Бундесрате, это Палата представителей федеральных земель. Это означает, что даже при наличии политической воли на федеральном уровне сопротивление на местах или внутренней коалиции может существенно замедлить принятие реформы. Для тех, кто ждет все-таки паспорт, это создает ситуацию правовой неопределенности. Правила могут меняться, но пока коалиционное обсуждение в Берлине продолжается, у многих сохраняется тот шанс пройти по действующим более мягким нормам. Если в вопросах гражданства государства выставляют высокие барьеры для входа в общество, то в вопросах повседневных расходов оно выставляет не менее жесткую систему финансовых изъятий. Ярче всего это проявляется на заправочных станциях, где каждый водитель в Германии сталкивается с парадоксальной математикой ценообразования. Средняя стоимость бензина закрепилась на отметке 2 евро 10 центов, а дизель и вовсе перешагнул порог в 2 евро 31 цент. Половина этой суммы – это не стоимость нефти или переработки, а именно налоги и сборы, которые поступают в государственную казну. Если убрать налоговую составляющую, реальная рыночная цена топлива в Германии составила бы меньше 1 евро за литр. Основной удар по кошельку наносит 3 ключевых компонента: энергетический налог, экологический сбор за выбросы углекислого газа и налог на добавленную стоимость. Самый значимый из них – это энергетический налог, который является фиксированным и не зависит от колебаний мировых цен на нефть. С каждого литра бензина вы платите государству 65 центов, а с литра дизеля 47 центов в виде прямого акциза. Ситуация дополнительно усиливается налогом на выбросы СО2, введенным в рамках системы снижения углеродных выбросов. В 2026 году стоимость квот на выбросы достигла примерно 60 евро за тонну, что соответственно добавляет к цене литра бензина 14 центов, а дизеля почти 16. Отдельное значение имеет начисление НДС по ставке 19%. Юридически это приводит к эффекту налога на налоги, так как НДС начисляется именно на итоговую сумму, уже включающую все предыдущие акцизы и экологические сборы, о которых я сказал. В результате вы отдаете государству еще около 34 центов с каждого литра бензина просто за сам факт транзакции. Это показательный пример того, как многоуровневая система налогообложения делает Германию одной из самых дорогих стран для автовладельцев в Европе. Если полностью очистить ценник на табло от государственного участия, реальная экономия топлива в Германии выглядела бы совершенно иначе. В текущих реалиях, скажем так, голая стоимость литра бензина составляет всего около 97 центов, а дизеля порядка 1 евро 30 центов. Более 53% цены, которую вы платите за бензин, и 43% за дизель – это прямые налоги. Фактически каждый раз, когда вы заправляете полный бак, значительная часть суммы уходит в бюджет в виде налогов и сборов. Повлиять на основную структуру цены топлива, то есть налоговую составляющую, практически невозможно. Однако в ближайшие годы правила игры в Евросоюзе могут измениться еще заметнее. Текущая немецкая модель налога на выбросы будет постепенно заменяться общеевропейской системой торговли квотами. Хотя в краткосрочной перспективе резких скачков цен не ожидается,
после 30 года стоимость сертификатов на CO2 может существенно вырасти. Это способно привести к дальнейшему увеличению стоимости эксплуатации автомобиля, так как экологическая составляющая в цене топлива станет более значимой. Что же касается экономии сегодня, то эксперты советуют сохранять бдительность и не полагаться на сомнительные лайфхаки из интернета. Социальные сети переполнены советами по экономии топлива, которые на практике могут негативно влиять на состояние вашего двигателя. Налоговая нагрузка в Германии – это действительно реальность, к которой приходится адаптироваться через легальные инструменты экономии и более продуманное планирование самих маршрутов, а не через сомнительные эксперименты. На этом у меня все. Теперь вы точно знаете, за что на самом деле платите на кассе и на заправках. Проверяйте свои расчетные листы, считайте доходы и принимайте решения с холодной головой. Спасибо за просмотр.